Друзья, всем привет! Приехал на рыбалку и пошел дождь. Мало того, что сейчас холодно, на градусов 5 тепла, может даже 3-5 вот так вот. Еще и дождь, но слава богу ветра нету. Сегодня начинаем с вами сезон хищника. Будем ловить хищную рыбу. Щуку, окуня, да кого получится. Приехал в такую глушь, еле доехал. Тут вокруг леса, болота. Рыбачить будем на карьере. Ловить будем болотную щуку и болотного окуня. Водоем полностью заросший камышом. Карьер большой. Глубины есть и большие, и небольшие. Щуки здесь много, но в основном она стоит вся в камышах. Ну, будем как-то пытаться ее оттуда выманить. Взял с собой спиннинг. Я уже рыбачу на этот спиннинг не первый год. Это у меня фаворит X1 спиннинг. Тест 7.28, длина 2.13. Такой универсальный спиннинг, можно сказать. Можно им и твичить. Можно им и джиговать. Но единственное, что им не побросаешь, слишком мелкие приманки до 5 грамм. Конечно, он не очень чувствительный, но звонкий. Рыбачить сегодня буду и на воблеры, и на силикон пробовать, и на железо. Начну, наверное, я все-таки с воблеров. Ну, к примеру, на копию крэкджека. Буду также пробовать на Мэпс циклоп. Пробовать буду всякие разные силикончики. Да, к примеру, вот такой силикончик. Ну, это я так пока сейчас думаю. На меляках, может быть, на юзурика альминоу попробуем с вами. Если она будет стоять, щука, в основном в камышах, то будем пробовать рыбачить на незацепляйки. Я также взял с собой незацепляйки. Типа такие, офсетный крючок. Вот это вот такой неплохой силикончик. Можно, кстати, отложить, тоже попробовать на беленький. Одним словом, будем пробовать. Есть и вертушки у меня. Очень много вертушек всяких разных. И колебалки есть всякие разноцветные. Даже есть у меня вот такие вот груши. Можно грушками поджиговать. Ну, тут можно рассказывать. У меня их воблеров солить можно. Одна коробка. Потом еще вот в маленькой коробке. Еще дома оставил я половину. Такие я взял более-менее, на которые, может быть, клюнет щука. Вот на них и будем пробовать рыбачить. В этом месте водоем начинается. Вокруг леса. И у меня за спиной лес. И с правой стороны там лес идет. Болото дальше там. Доехать сюда тяжело. Но если знать дорогу, то можно доехать без проблем. Тот проход, как выплываешь, и там дальше идет такой большой карьер, и он тянется еще метров, наверное, 500 в ту сторону. Пока с вами разговаривал, пока лодку накачивал, щучка не гоняла малька. Ну, 100% она стоит вот в камышах, под камышом. Нужно будет бросать прям под камыш, делать проводку сюда на, скажем, на глубину, да, грубо говоря, либо делать проводку вдоль камыша. Или так, или так. Много здесь упавших деревьев, корчей. На дне мусора, одним словом, полно. Сейчас попью чая и
начинаем рыбалку. Начну я, наверное, твичить. Твичить буду. Потвичу, а там посмотрю. Если что, перейду на силикон. Я тут как-то раньше рыбачил. У меня получалось неплохо ловить здесь на силикончик, на равномерку, на равномерную проводку, медленную у дна. Ну вот, может быть, так и поступлю в этот раз, но хочу вот сначала начать с этого джек-крека. Поводок у меня стоит железный, шнур 0,18. Да, и за катушку не сказал вам, катушка Ryobi Kusima 3000. Проверяем сразу фрикцион, все отлично. И начинаем рыбалку. Одел все-таки я дождевик. Дождь пока не прекращается. И делаем первый заброс. Ох, отлично. Тут в таких местах самое главное делать точные забросы. Первая проводка. В этом году на щуку. И ловлю я ее в первый раз в этом году. Буду все вспоминать вместе с вами. Как что ловить. Как и на что ловить. Может, дождик же перестанет. А? Такой он мелкий-мелкий дождь, но мокнешь все равно. Игра у этого воблера шикарная. Я в прошлом году на него больших щук ловил. На 2-3 килограмма. Для наших мест это большая щука. Уже считается. Нет, никто не реагирует. Проплывем немножко дальше. На этом водоеме иногда орудуют браконьеры, сеточники. Но в таких заросших местах сеткой рыбу не выбьешь. Да и проконтролировать здесь тяжело. Я имею в виду браконьеров. Опа! Вот, стояла в камышах рядом. Вот тут в камышах стояла. Я тут вот рядом в метре провел воблер. А она никак не среагировала. Ну посмотрим. Может придется и правда перейти на силикончик. Опять в камышах вывернулась. Аж там метров 5 в камыше. Забилась щука вся в камыш. А на чистом ее, видать, нету пока. Может, попозже выйдет. Так, что же тебе поставить, дорогенька? Вот это хуже всего, когда делаешь проводку. Щука выпрыгивает рядом, там где ты сделал проводку, но не клюет. Прицепил, ребята, силикон, такой вот белый. Заплыл опять в этот проход, где гонялась щука. Попробую сейчас на силикончик. Может, на силикончик процесс пойдет получше. Зацеп был. Никого. Хочу пробросать вот эту заводюшку. Неплохое такое место. Там вот дальше
Впереди упавшая сосна в воду. Корчей целая куча. Ну, по-любому должна быть щука здесь. Проверим. Есть. Ой. Первый удар. Сразу же. Вот на белый силикончик она хорошо среагировала. А, так это окунь, друзья. Смотрите, какой кушара. Сейчас я вам покажу. Смотрите, какой окунь. Я такого окуня заберу. Вот это да. О, в камыше прыгает. Вот это окуняра. Ха-ха. Заберем окуня. Я думал, щука. Такой грамм 300. Вот это окуняра. А ну. Ты чё? Во. Классный? Классный. На равномерочку, на медленную и на большой силикон. Смотрите, какой силикон. Ой. А ну-ка. Может еще будет ударчик. Он вот там стоит 100% под сосной окунь. Ну, вроде бы был удар, а может зацеп. Такой легенький. Где ж там твои друзья еще должны быть? Зацеп, думал, поклевка. Так, ладно. Вот так, сейчас забросим. Не может же такого быть, что там был один окунь. Вот он, основной водоем. Но рыба все равно стоит вся, я имею в виду щука, в камыше, возле камыша. Вот так вот посередине водоема, я думаю, навряд ли будет стоять хищник. Ну, может, несколько раз заброшу, конечно, проверю. А пока буду вот бросать вдоль камыша, под камыш. И все вот в таком плане. Есть ударчик. Вот она. Щучка первая. Стой. Стой, покажу людям. Потом, что хочешь, делай. О. Ну, белый я потерял силикончик. А вот такой вот. Похоже на белый, просто спинка синяя. И вот такая вот змеюка. Где мамка? Мелочь пузатая. Плыви. Клюнула вот тут. Под камышом. А ну-ка еще раз. На равномерочке. Жду, пока упадет на дно. Потом делаю проводочку. Совсем медленно. Можно заснуть прям. А вот на твичинг не хочет. Хотя осенью наоборот. Щука на твичинг должна клевать неплохо. Но это все зависит также еще и от самого водоема. Проплывем чуть дальше. Вроде бы погода настраивается. Думаю, дождя больше не будет, слава богу. Кто-то стучит на мелкий. О! Окунь! А ну-ка, сейчас мы попробуем вертушку повесить. Может, на вертушку лучше. Окуня на вертушку. Во, Мэпс.
тут он стоит. Целая стайка, я так понял его. Такие ударчики. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Ну, на небольшой. Есть. Ой. Ух ты. Да сопротивляется хорошо. Хороший окунь. Смотрите, какой клюнул. Стой, друже. О. Смотрите, какой. Еще один. Ух. Красавчик. А ну-ка еще раз попробуем. Опа. Он тут недалеко от меня. А ну-ка. Он рядом чмокает. Малька гоняет. Нету. Сейчас туда. А туда. Никого. Ну и дали. Стайка же есть. Тут стоит по-любому. Только почему оно у меня так получается, что один окунь не все. А остальные куда прячутся. Ох и рыбалка сегодня. Плаваю. Поймал 2 окуней, 1 щучку. И все. Окунь выходит на все. Что не бросаешь, он на все выходит. И на силикон, и на вертушки, и на колебалки, и на воблеры. Если большой клюет, маленький он просто бьет по воблеру или по вертушке, но не цепляется. Ну, там совсем такие небольшие. Одним словом, плаваем дальше, пробуем, не сдаемся. Есть поклевка сразу. Окунь, смотрите какой. Ой, еще один хороший окушок. Ах, красавчик. На вертушку. Это вот уже получается третий окунь. Один и все. Почему так, не могу понять. Но он же должен вроде бы как ходить стаей. В это время, осень. Окунь сбивается в стаи. Может, еще не сбился в стаи. Как вы думаете? Пишите в комментариях. Есть поклевка. Кто-то небольшой. Окунь. Окунь. Опять окунь. О, какой. Ну, уже щучка не клюет, да окунь хотя бы клевал такой поболее. Плыви. Клюнул вот тут из-под камышика. А ну-ка еще раз. Попробуем. Или как обычно, один и все. Нет, и все, один. Ух ты! Кто это сошел там такой, я не могу понять. Окунь, что ли? Кто-то под самой лодкой сошел. Есть поклевка. Ой, малыча. Все, сбежала. Ну, пускай бежит. Совсем маленькая. Есть поклевочка. Ой, смотрите, какая клюнула.
зверюга. О! Наверное, грамм 200. Давай. Опача. Так, тут-то клюнул. Опять. Опять мелочь. Я уже поставил вертушку. О, бежала. Ой, не вертушку, а колебалку поставил большую. И все равно мелочь. Ну ладно. Там, где мелочь, может и крупная клюнет. Какие приманки только не пробую. Но поклевок большой рыбы нету. Наверное, все-таки буду я делать упор на светлый силикон. И попробую пробросать посредине водоема. В камыше сзади у меня там пробовал, я бросал на силикон с офсетным крючком. Вот на такой. Пробовал и такой силикон на офсетном. Проводил там вдоль редких камышей. Поклевок вообще нету. Но щука в камыше гоняет малька. Или может она просто выпрыгивает. Я так, непонятно. Как два самолета. Смотрите, что я увидел. Или кого. Не могу понять, что это за животное. Что за животное такое? Коза. А нет, друзья, это лось. Это лось. Бедный, а что он тут? Но уже видно давно. Давно. Маленький лось. Детеныш. Доплыл в самое начало карьера этого. Тут он начинается. И тут я закончу свою рыбалку. Октябрь месяц. И цветет кувшинка. Первый раз такое вижу. Есть поклевка. Есть щучка. Ну, опять же таки. Ух. Ой. Ну, побольше, чем те остальные. Но не то. О, какая. Где-то грамм 800. И, кстати, зацепилась за вот этот тройничок. Поставил я вот такой вот цветом силикончик. Сработал тут в начале водоема. А, такая змея. Ой, такую щуку я отпускаю всегда. Зимой, может быть, еще бы и взял бы, если бы не было клёва хорошего. А так, ей еще расти и расти такой щуки. Плыви. Поплыла. Слева кувшинка. Вот она в кувшинке и будет стоять, конечно же. Опа, был удар. Был удар, но такой еле-еле я услышал его. Небольшая щучка, наверное. Есть поклевка. Ха-ха-ха. Есть поклевка. Вот кто. Кто бил по приманке.
Еще одна. Опа, все, ушла. И отцеплять не надо было. Есть удар. Смотрите, что вытворяет. Что вытворяет. Как она клюнула, я не могу понять. Смотрите, как клюнула. Обмоталась вокруг. Видать, выплюнула, успела выплюнуть. А, такая красопета. И еще расти, расти. Давай, плыви. Проплыл 3 метра. Заброс, есть щучка. Опять проплыл 3 метра. Заброс, опять есть щучка. Но все ж такие маленькие. Ох, опять тучи тянет. Черные. Все, надо уже теперь точно выплывать на берег. Потому что, наверное, снова пойдет дождь. Сегодня погода, конечно. Что с погодой не повезло, что с рыбалкой. Тут сейчас заводюшки еще раз заброшу. Сделаю проводку. И хорош на этом. Скорее всего, что есть поклевка. Скорее всего, сейчас я вам покажу. Ой. Что давление скачет туда-сюда. И большая щука клевать не хочет. А вот такая вот мадам. О. Ну сколько тут? Грамм 250, наверное. Ты была сегодня у меня последней щукой. Опа! Все, поплыла. Вот конец рыбалки. Щучка расклевалась маленькая. Либо, возможно, она вся просто стоит в начале водоема. И вот на такой силикон. Хорошо, прекрасно клюет. Я, кстати, пробовал вертушечки и белый силикон здесь бросать. Не клюет. Хотя с утра клевала в основном на вертушечки и на силикон на белый. Так, складываем спиннинг. И потихоньку будем выезжать. Выплывать, точнее говоря, на берег. Сегодня у меня была первая рыбалка на хищника в этом году. Поклевки были, рыбка проклевывала понемножку, но такая вот мелкая. Щуку всю подпускал, а окуней заберу. Там 3 окуня, такие неплохие. Рыбачил я сегодня на карьере, пробовал ловить на разные приманки, что я только щуки не предлагал, но поклевки большой щуки я таки не дождался. Ставьте, друзья, обязательно лайки, пишите комментарии, делайте репосты видео. Встретимся на следующих рыбалках. Всем пока!